С вами доктор Кострик, и вы снова смотрите медицинский канал. Тема сегодняшней нашей встречи — антигипертензивные или гипотензивные препараты, виды, действия, какие лекарства от гипертонии лучше. Существует множество различных лекарств для лечения высокого кровяного давления. Они могут помочь предотвратить возможные долгосрочные последствия высокого кровяного давления для здоровья, такие как сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на то, что существуют различные способы снижения артериального давления, добиться постоянного снижения артериального давления до нормального уровня без использования лекарств непросто, практически невозможно. Какие лекарства применяются при гипертонии и как они действуют? Какие побочные эффекты связаны с их приемом? Давайте поговорим об этом. Гипертонию, очень распространенное заболевание во всем мире, называют еще и тихим убийцей, поскольку она может не вызывать симптомов в течение длительного времени. Одним из наиболее часто используемых препаратов для лечения гипертонии являются диуретики. Эти диуретики вызывают более часто мочеиспускание, что уменьшает объем крови и, следовательно, снижает кровяное давление. Также используются препараты из группы альфа-блокаторов, бета-блокаторов и ингибиторов АПФ — ангиотензин превращающего фермента. Что такое гипертония? Гипертония или высокое кровяное давление является распространенной проблемой среди людей во всем мире. Это происходит, когда сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока. Это приводит к тому, что наши артерии со временем повреждаются, что может привести к серьезным осложнениям, таким как сердечный приступ, инфаркт или, может быть, инсульт. Эксперты называют высокое кровяное давление тихим убийцем, потому что у вас обычно нет симптомов, поэтому вы можете даже не осознавать, что что-то не так, даже если ущерб от высокого кровяного давления продолжает прогрессировать. Артериальное давление оценивается с использованием двух параметров — систолического и диастолического давления, которые измеряют максимальное давление, оказываемое в артериях во время сердечного сокращения, и минимальное давление в этих сосудах между сердечными сокращениями соответственно. Медицинские работники измеряют артериальное давление в миллиметрах ртутного столба, чтобы узнать, какое у нас артериальное давление. Повышается ли оно выше нормальных цифр, стоит ходить к врачу на ежегодный осмотр, даже если мы чувствуем себя относительно хорошо. В случае, конечно же, повышенного артериального давления мы, скорее всего, можем даже ничего не почувствовать. При измерении артериального давления указываются два числа, например, 120/80. Первый определяет давление во время сердцебиения, систолическое давление, да? Второе — это давление, когда сердце расслабляется, оно же диастолическое давление. Второй показатель. Нормальным уровнем артериального давления считается уровень систолического от 100 до 139, а диастолического от 60 до 89 мм ртутного столба. Лекарства от повышенного артериального давления, от гипертонии. Диуретики или мочегонные средства являются одними из наиболее часто применяемых препаратов при лечении гипертонической болезни. Они вызывают увеличение мочеиспускания, что в свою очередь снижают количество натрия и жидкости в организме. Все это уменьшает объем крови и, как следствие, снижает артериальное давление. Хотя они обычно используются в сочетании с другими антигипертензивными препаратами. Классификация этих же диуретиков. Петлевые. Стимулируют восходящую часть нефрона. Сюда относятся препараты буметанид, фуросемид, торосемид. Тиазиды воздействуют на ближние каналы в почке. Сюда относятся бендрофлуметиазид,
гидрохлортиазид, индопамид, хлортолидон. Калиесберегающие влияют на дальние участки каналов в почке, где собирается моча. Сюда следует добавить, что одним из побочных эффектов применения диуретиков является потеря калия, который вместе с натрием выводится из организма с мочой. Калий необходим для правильного движения мышц, а дефицит этого минерала может вызвать усталость, слабость, судороги ног и даже проблемы с сердцем. Вот почему пациентам, принимающим традиционные диуретики, рекомендуется принимать лекарства с пищей, богатой калием, например, апельсиновым соком или бананом. Также могут быть назначены добавки калия или даже те же препараты калия. Со временем для решения проблемы потери калия были разработаны новые диуретики, так называемые калиесберегающие. К ним относятся амилорид, спиронолактон, верошпирон, триамтерен. Калиесберегающие диуретики — лекарства, которые помогают удалить лишний объем жидкости из крови за счет учащенного мочеиспускания. Они не вызывают гипокалиемию, как другие диуретики, которые мы обсуждали, такие как петлевые диуретики и тиазидные диуретики. Существуют также диуретики, в состав которых входит калиесберегающее средство и традиционный диуретик. К ним относятся амилоридогидрохлорид и гидрохлоротиазид, спиронолактон и гидрохлортиазид, а также триамтерен и гидрохлортиазид. Побочные эффекты диуретиков включают более сильные позывы к мочеиспусканию и более часто мочеиспускание в первые несколько дней после начала лечения. Следует добавить, что когда организм теряет слишком много жидкости, у вас может возникнуть сухость во рту, слабость мышц или спутанность сознания. Чтобы этого избежать, важно достаточно пить, особенно в жаркие дни или после занятий спортом. Особенно осторожными в этом отношении должны быть пожилые люди, принимающие диуретики. Диуретики не подходят людям с подагрой. Лекарства от гипертонии и следующая группа — альфа-блокаторы. Наше тело может вырабатывать гормоны, называемые катехоламинами, которые могут связываться с частями клеток, называемыми альфа-рецепторами. В такой ситуации кровеносные сосуды сужаются, а сердце бьется быстрее и с большей силой, что вызывает повышение артериального давления. Чтобы противодействовать этому, препараты, используемые для лечения гипертонии, представляют собой альфа-блокаторы. Они работают, блокируя связывание катехоламинов с альфа-рецепторами. В результате кровь может течь по кровеносным сосудам более свободно, и сердце бьется нормально. Это помогает снизить кровяное давление. Альфа-блокаторы также используются для лечения увеличенной простаты у мужчин. Альфа-блокаторы включают в себя следующие препараты: доксазозиномезилат, также прозазиногидрохлорид, герозазиногидрохлорид. Следующий препарат можно также отнести к альфа-блокаторам, их очень много, но это самые основные. И когда вы начнете принимать альфа-блокаторы, нужно помнить о возможных побочных эффектах. У вас может резко снизиться кровяное давление и может быть головокружение, из-за чего вы можете потерять сознание даже, когда встаете резко из положения сидя или лежа. Другие побочные эффекты могут включать головную боль, учащенное сердцебиение, слабость. Еще одна следующая группа антигипертензивных препаратов — это агонисты альфа-рецепторов. Агонист — это лекарство, которое связывается с рецептором и стимулирует его
аналогично исходному химическому веществу. Основными химическими веществами в этом случае являются белки альфа-1 или альфа-2. Это успокаивает симпатическую нервную систему. Это приводит к уменьшению выработки адреналина и снижению кровяного давления. Примером агониста альфа-2 является метилдопа, один из старейших препаратов, до сих пор используемых при гипертонии. В свою очередь, к агонистам альфа-1 относятся фенилэфрин и псевдоэфедрин. Некоторые побочные эффекты агонистов альфа-1 включают мурашки по коже, повышение артериального давления во время сна, затруднение мочеиспускания, озноб, боль в животе, беспокойство, спутанность сознания, головокружение, головную боль, бессонницу, тошноту, метаболический ацидоз — это повышенное накопление кислот в крови или моче, раздражение желудка. Следующая группа препаратов — это бета-блокаторы. Это еще одна группа препаратов от гипертонии. Они снижают кровяное давление, воздействуя непосредственно на сердце. Они работают, блокируя действие гормонов в организме, которые стимулируют сердце. Это позволяет сердцу биться с меньшей скоростью и силой, что приводит к снижению артериального давления. Бета-блокаторы есть. Селективные. Они блокируют только рецепторы бета-1, расположенные в сердечной мышце. Неселективные. Они блокируют рецепторы как бета-1, так и бета-2, находятся в легких и других гладких мышцах. Кроме того, некоторые бета-блокаторы обладают комбинированным действием. Комбинированные альфа- и бета-блокаторы блокируют связывание гормонов катехоламинов как с альфа, так и с бета-рецепторами. К бета-блокаторам относятся ацебуталол, атенолол, также бисопролол, фумарат, карвидилол, эсмолол, лабиталол, метопролола тартрат и метопролола сукцинат. Надолол, небивалол, пенбуталол, сульфат, пропранолол, соталол и очень много их можно говорить еще, да? Побочные эффекты бета-блокаторов иногда включают сужение нижних дыхательных путей, особенно бронхов, что может привести к одышке. По этой причине бета-блокаторы не подходят людям, страдающим астмой. Среди препаратов от гипертонии так называемые есть и ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, сокращенные ингибиторы АПФ, которые не позволяют организму вырабатывать гормон ангиотензин-2, который в свою очередь вызывает сужение кровеносных сосудов. Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента снижают кровяное давление, помогая суженным кровеносным сосудам расширяться, пропуская больше крови. Тем самым будут снижать артериальное давление. Примеры ингибиторов АПФ включают беназеприла гидрохлорид, каптоприл, энолаприл, энолаприла малеат, фозинаприла натрия, лизинаприл, что там еще можно назвать, моэксиприл, да, периндаприл. То есть препаратов очень много, да. Тот же хинаприла гидрохлорид, рамиприл и так далее. Вот. Эти препараты подходят, в принципе, всем людям, да, вот, как препарат выбора, но следует добавить, что ингибиторы ангиотензин превращающего фермента небезопасно также применять во время беременности, поскольку они могут нанести вред будущему ребенку. Наиболее частыми такими побочными эффектами ингибиторов АПФ является
сухой кашель для обычных людей даже. Менее распространенные побочные эффекты включают нарушение вкуса, отек слизистых оболочек и кожную сыпь даже. Следующая группа препаратов антигипертензивные, да, это блокаторы рецепторов ангиотензина-2. Блокаторы рецепторов ангиотензина-2, также известные как сартаны, блокируют действие ангиотензина, гормона, повышающего артериальное давление. Чтобы сузить кровеносные сосуды, ангиотензин-2 должен связаться с рецептором. Эти препараты предотвращают это. В результате кровяное давление снижается. Блокаторы рецепторов ангиотензина-2 включают следующие препараты. Это азилсартан, валсартан, кандесартан, эпросартана, мезилат. Дальше что еще можно назвать? Ирбисартан, лозартан калия, олмисартан, это такие уже более назначаемые, да, тоже еще телмисартан и так далее. Чем они хороши, да, что их побочные эффекты, в принципе, немножко меньше их, они кашля не вызывают, как ингибиторы АПФ, но они также могут быть схожи с побочными эффектами ингибиторов АПФ. Однако, как я уже сказала, кашель возникает реже при приеме блокаторов рецепторов ангиотензина-2, но их также не следует принимать во время беременности. Антигипертензивные препараты еще, блокаторы кальциевых каналов. Это следующая группа гипотензивных препаратов. Кальций является очень важным ингредиентом для нашего организма, поскольку он увеличивает силу сокращения сердца и кровеносных сосудов. Блокирование ее поступления в гладкую мышечную ткань уменьшает этот эффект. Блокаторы кальциевых каналов снижают кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды и уменьшая частоту сердечных сокращений. Существует две категории блокаторов кальциевых каналов. Значит, первое — это недигидропиридин, оказывает прямое влияние на электрические сигналы сердечной мышцы, и дигидропиридин влияет на другие, то есть периферические кровеносные сосуды организма. Примеры блокаторов кальциевых каналов включают следующие препараты. Например, амлодипинобезилат. Да? Дальше клевидипин, дилтиаземогидрохлорид, фелодипин, фармадипин, исрадипин и так далее, нифедипин. То есть очень-очень много препаратов. Также, как и у всех препаратов антигипертензивных, также у них могут быть свои побочные эффекты. Вот. Очень популярный препарат верапамилогидрохлорид. И среди побочных эффектов блокаторов кальциевых каналов могут включать неприятные такие ощущения. Это покраснение лица, кожную сыпь, учащенное сердцебиение, опухшие лодыжки или чувство стеснения в голенях. Более того, некоторые из этих лекарств не рекомендуются людям с определенными типами нерегулярного сердцебиения или запорами. Лекарства от артериального давления также являются сосудорасширяющими средствами, то есть вазодилататорами. Они воздействуют на мышцы стенок артерий и вен, не давая им сжиматься и сужаться. В результате кровь легче течет по сосудам, сердцу не приходится так сильно работать, что снижает артериальное давление. Вазодилататоры включают гидролазин и миноксидил. Эти лекарства имеют ряд побочных эффектов, некоторые из которых требуют приема других лекарств для лечения этих эффектов. Побочные эффекты включают учащенное сердцебиение, оно называется тахикардия, да, учащенное сердцебиение, значит,
задержку жидкости, отек, тошноту, рвоту, головную боль, чрезмерный рост волос, боль в суставах и боль в груди. Следующая группа антигипертензивных средств — это антагонисты рецепторов альдостерона. Этот тип лекарств действует путем блокирования химического вещества, называемого альдостероном. Альдостерон, вырабатываемый нашим организмом при необходимости, отвечает за повышение артериального давления. Однако людям, у которых уже имеется высокое кровяное давление или у которых избыток жидкости сохраняется из-за сердечной недостаточности, это может не понадобиться. Благодаря действию антагонистов рецепторов альдостерона количество жидкости, удерживаемой организмом, уменьшается, что способствует снижению повышенного артериального давления. Антагонисты рецепторов альдостерона включают также эплеринон и спиронолактон. Как и другие диуретики, антагонисты альдостерона вызывают мочеиспускание чаще, чем обычно. Другие побочные эффекты антагонистов альдостерона могут включать кашель, головокружение, головную боль, диарею, повышение уровня калия, особенно у людей с заболеваниями почек. Поэтому очень осторожно при их назначении. Гипертензивные препараты — прямые ингибиторы ренина. Другими препаратами, используемыми для лечения гипертензии, являются прямые ингибиторы ренина. Они блокируют действие ренина и вызывают расширение сосудов. Ренин — это фермент, превращающий ангиотензиноген в ангиотензин 1, который затем под действием ангиотензин превращающего фермента превращается в ангиотензин 2. А ранее упомянутый ангиотензин 2 является мощным сосудосуживающим средством, вызывающим повышение артериального давления. Примером прямого ингибитора ренина является алискирен. Побочные эффекты, связанные с ингибитором ренина, включают, помимо прочего, тошноту и рвоту, диарею, сыпь, кашель, гиперкалиемию, повышение уровня калия в крови, тяжелую гипотонию, понижение кровяного давления, головокружение, ангионевротический отек, накопление жидкости, вызывает отек этой области под кожей или слизистой оболочкой, боль в груди, гипонатриемию, низкий уровень натрия или анафилаксию. Это опасную для жизни аллергическую реакцию. Среди препаратов от гипертонии нельзя не упомянуть и периферические адренергические ингибиторы, которые мешают нейротрансмиттерам головного мозга передавать сигнал, вызывающий сокращение сердечной мышцы. В результате эти препараты помогают снизить кровяное давление. Их чаще всего используют, когда другие лекарства от высокого кровяного давления не решают проблему. Периферические адренергические ингибиторы включают гуанодрел, гуанетидиномоносульфат и тот же резерпин. Потенциальные побочные эффекты, возникающие в результате воздействия периферических адренергических ингибиторов, включают головокружение, утомляемость, головные боли, диарею, изжогу, проблемы со зрением, отеки рук, ног, лодыжек или ног, снижение сексуальной активности и заложенность носа. Как и при приеме других лекарств, так и при приеме лекарств от гипертонии могут возникать также побочные эффекты. Обычно, когда вы начинаете принимать лекарства от артериального давления, вы можете почувствовать слабость. Возможно, вашему кровообращению потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к падению артериального давления. Другие побочные эффекты также возникают только в течение первых нескольких дней лечения, а затем исчезают самостоятельно. Для предотвращения побочных эффектов рекомендуется начинать лечение с более низких доз препаратов, а затем медленно их увеличивать. Крайне важно не делать поспешных выводов о непереносимости того или иного препарата. Например, если у вас
болит голова во время приема лекарства, это может быть совпадением. Тот факт, что два события происходят примерно в одно и то же время, не означает автоматически, что между ними существует какая-то связь. Однако, если пациент действительно чувствует себя плохо после приема определенного лекарства, возможно, стоит и перейти на другое лекарство. Иногда вам нужно попробовать несколько разных препаратов, чтобы найти правильное лекарство с помощью вашего доктора. Здесь стоит добавить, что некоторые добавки и препараты растительного происхождения могут повышать или снижать эффективность антигипертензивных препаратов. Чтобы избежать подобных взаимодействий, лучше всего принимать пищевые добавки и растительные продукты только в случае крайней необходимости и после обсуждения этого с вашим лечащим доктором. Лекарства от давления. Какие лучше принимать, спросите вы, если их так много? Невозможно определить, какое именно лекарство от артериального давления лучше всего подойдет именно вам. Это зависит от множества различных факторов, включая возраст пациента и другие заболевания, которыми он страдает. Например, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность или мерцательную аритмию. Некоторым людям необходимо принимать только один тип лекарств, чтобы эффективно снизить артериальное давление, в то время как другим пациентам может потребоваться второе или третье лекарство, дополнительная терапия. Использование комбинации препаратов более эффективно, поскольку каждый препарат действует по-своему. Конечно, достоверно оценить действие препарата можно только в том случае, если его принимать по назначению доктора. На этом этапе стоит подчеркнуть важность терпения. Может показаться, что лекарство не работает, если мы не используем его достаточно долго. Возможно, его плохой эффект обусловлен слишком низкой дозой. Помните, что эффективность лечения лучше всего может оценить врач. Поэтому, если пациент решит прекратить прием препарата, например, из-за беспокоящих побочных эффектов, ему следует сначала проконсультироваться с доктором. Очень важно, чтобы пациент принимал правильную дозу и принимал столько лекарств, сколько ему действительно необходимо. Слишком большое, резкое снижение артериального давления тоже может негативно сказываться на вашем здоровье. Существуют витамины и добавки, которые могут помочь снизить кровяное давление, но всегда рекомендуется проконсультироваться с доктором, прежде чем принимать какие-либо добавки или витамины. Минералы, которые особенно полезны для контроля артериального давления, это калий, магний, кальций, которые можно получить из пищи, хотя если их уровень в организме низкий, вы также можете принимать и добавки. Здесь следует добавить, что пациентам, принимающим блокаторы рецепторов ангиотензина, следует быть осторожными с добавками калия, поскольку уровень калия у них может быть слишком высоким. В свою очередь, магний и кальций помогают расслабить кровеносные сосуды, но слишком большое количество добавок магния может вызвать диарею. Некоторые другие добавки, которые могут быть очень полезны в борьбе с гипертонией, включают витамин С и коэнзим Q10. По данным исследованиям можно сказать, что прием добавок витамина С снижает артериальное давление у пациентов с низким уровнем витамина С. После 4 недель лечения коэнзимом Q10 систолическое и диастолическое артериальное давление незначительно, но все-таки снизилось. Считается, что регулярные занятия спортом укрепляют сердце и заставляют его работать более эффективно, что приводит к снижению артериального давления. Однако рекомендуется проконсультироваться с доктором, прежде чем вносить изменения в образ жизни, чтобы контролировать свое кровяное
давление. Эти типы изменений могут включать снижение потребления соли, отказ от курения и ограничение потребления алкоголя, а лучше его вообще не употреблять. Какие антигипертензивные препараты чаще всего используются? В частности, наиболее часто назначаемыми препаратами от артериального давления являются ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, ингибиторы АПФ. Лизинаприл, например, же тот же, энолаприл, да, блокаторы кальциевых каналов, амлодипин, фармадипин, бета-блокатор, метапролол и тиазидный диуретик гидрохлортиазид. Можно ли принимать лекарства от повышенного давления во время беременности? Следующий часто задаваемый вопрос. Некоторые из вышеперечисленных антигипертензивных препаратов категорически нельзя применять во время беременности, поскольку они могут нанести вред матери и развивающемуся плоду. Эти лекарства включают ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина-2. Безопасные лекарства включают метилдопу и, возможно, некоторые диуретики и бета-блокаторы, включая лабеталол. Некоторые лекарства от высокого кровяного давления могут первоначально вызывать сонливость, головокружение, а некоторые могут даже вызвать обморок после первой дозы. Организм обычно привыкает к действию этих препаратов, и побочные эффекты исчезают. Употребление алкоголя на ранних стадиях антигипертензивного лечения может быть рискованным, поскольку алкоголь также может вызвать головокружение и сонливость. Хуже того, алкоголь может вызвать временное повышение артериального давления, которое может сохраняться, если мы пьем слишком часто, много. Некоторые антигипертензивные препараты могут привести к увеличению веса. Бета-блокаторы, такие как пропранолол и атенолол, часто приводят к этому. Для этого может быть несколько причин, в том числе тот факт, что лекарства могут вызывать у пациентов чувство усталости и, следовательно, меньшую вероятность заниматься физическими упражнениями. Увеличение веса также считается частым побочным эффектом доксазозина. Диуретики с большей вероятностью вызывают потерю веса. В заключение хочу напомнить, если диагноз гипертонической болезни уже поставлен вам, окончательно принимать гипотензивные препараты нужно уже пожизненно, а не время от времени. То есть нужно принимать их постоянно. Нужна постоянная концентрация гипотензивного препарата. Она должна быть в крови. Конечно же, со своим лечащим доктором нужно суто индивидуально подобрать дозу препарата и кратность приема. Не забывайте, что нелеченная гипертоническая болезнь может заканчиваться серьезными осложнениями, такими как инфаркт миокарда, инсульт и многие другие. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Будьте здоровы! Остались вопросы? Пишите в комментариях. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!